Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю белковые котлеты без мяса. Они настоящая находка для тех, кто придерживается правильного питания или просто хочет добавить в рацион больше белка без мяса. Готовятся они всего за 15 минут и из самых простых ингредиентов. Котлетки получаются нежные, с хрустящей корочкой снаружи и мягкие внутри. Идеально для завтрака или легкого ужина. И сказать, что эти котлетки вкусные, это просто ничего не сказать. Обязательно их приготовьте и попробуйте. Все ингредиенты и пошаговый рецепт с тайм-кодами вы можете посмотреть в описании к видео. Готовим так называемый фарш для котлет. На крупной терке натираю кусочек сыра моцарелла. Можно использовать любой твердый сыр. Также натираю 4 средних отварных яйца. Добавляю 200 граммов творога. Я использую домашний творог. Как сделать его дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Мелко режу зелень. У меня здесь большой пучок лука, а также укроп и немного петрушки. Берем все, что есть. Можно использовать любую зелень. Отправляю все в миску. Выдавливаю через пресс 2 крупных зубчика чеснока. Добавляю 2 сырых яйца. По вкусу немного соли, в зависимости от того, какой вы используете сыр. Черный перец. Также для цвета я добавлю буквально щепотку куркумы, чайную ложку сушеного чеснока и немного смеси итальянских трав. Буквально пол чайной ложки. Конечно, вы можете использовать любые специи, какие вам нравятся. Сейчас немного все перемешаю и добавлю муку. Всыпаю постепенно муку. Ее может понадобиться 3-4 столовые ложки. Я добавила примерно 3 столовые ложки муки. Эти котлеты очень вкусно подать либо со сметаной, либо сделать вот такой очень вкусный соус на основе греческого йогурта. У меня здесь греческий йогурт, как вы уже поняли. Небольшой пучок укропа режу мелко. Добавляю укроп в йогурт. Также выдавливаю зубчик чеснока. Добавляю по вкусу соль и немного перца. Перемешиваю, и получился очень вкусный соус. И теперь влажными руками формирую котлетки. Берем фарш, делаем такого размера, какой вам нравится. Можно делать небольшие или чуть побольше. И также по желанию котлетки либо можно обвалять в муке, либо обжаривать их сразу просто так. Я котлеты буду обваливать в муке. Мне кажется, так у них появляется более такая румяная корочка. Излишки муки сразу стряхиваю. Всего из этого количества ингредиентов у меня получается 12 котлеток среднего размера. Включаю разогреваться сковородку. Наливаю растительное масло. Выкладываю котлетки на сковородку. И буду их обжаривать до красивого золотистого цвета примерно по 2 минуты с каждой стороны на среднем огне. Посмотрите, какие красивые котлетки получаются. Какие они ароматные. Обжариваю со второй стороны. Если хотите, чтобы котлетки больше подрумянились, можно их пару раз перевернуть туда-сюда. Они у меня уже готовы, и я их снимаю на тарелку с бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнее масло. Котлеты получились невероятно вкусные, такие хрустящие сверху и нежные внутри. Обязательно их приготовьте. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!